не дольше 10-15 минут, а в конце обязательно по сосушке. Римскит. Приветствую тебя, мой дорогой картавый друг или подруга. Не суть. Раз уж ты смотришь это видео, то я могу смело предположить, что почти наверняка тебя хотя бы раз в жизни называли тигром, французом, гуфом или чем-то еще в таком роде. У меня был такой же дефект речи вплоть до 14 лет, но однажды удалось навсегда от него избавиться, и сейчас я буквально за несколько минут постараюсь максимально доходчиво на личном опыте объяснить тебе, как именно. Для начала немного предыстории, чтобы показать, насколько глубоко я прощупал эту тему. Меня зовут Роман Петрович, но раньше я себя назвал Роман Петрович. Я начал произносить первые связанные слоги всего в 9 месяцев, но на один единственный звук почему-то решил забить. Произносил я его гортанью, без особого участия языка, вот так. Со мной занимались несколько логопедов в садиках, в школе и вроде бы даже наемный логопед, но это не точно. В общем, все они потерпели фиаско, и мой французский акцент никуда не спешил пропадать. Сначала было на это откровенно начихать, потом начало парить, потом начались жесткие загоны, ну а потом 4-я стадия – принятия и смирения. И вот так бы я остался картавым до своих 26 лет, если бы не одна крутая женщина из районного дома культуры. Я не помню, кем именно она работала, но точно не логопедом. В то время я начал более-менее профессионально обучаться вокалу и игре на нескольких инструментах. И мы с одноклассниками собрали первую группу. Сначала ее назвали «Квинтэссенция», видимо для того, чтобы одному из вокалистов удобнее было произносить название без букв «Р». Потом, кстати, переименовались в «Хронический гайморит», но это уже совсем другая история. После одного из выступлений я вышел в закулисье, и меня встретила та самая женщина. Она сказала, что ей нравится, как я пою, что есть потенциал и так далее, но еще и то, что ей жутко режет ухо мое «р». Я заявил, что это безнадежно неисправимо, но она сказала, что нифига подобного, и что через месяц примерно я буду уже говорить нормально. Договорились, что я буду заходить к ней каждый день на занятия по 10 минут, хотя скептицизм меня в то время еще не покидал. Сейчас самое интересное, расскажу, какие упражнения я делал. Первое. Зубы борцухи. Сначала нужно со всей силы давить кончиком языка вперед на верхние зубы, потом на нижние зубы, а потом высунуть язык за зубы и тем же самым кончиком всей силой тянуть их внутрь. И так поочередно в течение 1 минуты, но очень интенсивно. На каждое движение по 5 секунд и должно получиться примерно 3 раза по кругу повторить все эти действия. Второе. Небоотбойник. Нужно вжать корень языка в горло таким образом, чтобы он стал максимально коротким. В таком положении нужно начать шлепать кончиком языка по нижнему небу, как можно сильнее, стараясь выдать наиболее мощный звук удара. Для того, чтобы удары получались лучше, после каждого из них кончик языка должен отскакивать к верхнему небу, но по нему бить не нужно. Третье. Слюно-свино впрыск. Зубы сомкни, без усилия, набери перед ними слюны и издавай звук «ц», как будто хочешь опрыскать кого-то ядом. Делай это резкими толчками языка, затяжные слюноизвержения здесь совсем не нужны. Постепенно размыкай зубы и продолжай эти движения языком за верхними зубами. Переведи звук во что-то между «ц» и «т». По сути, это будет звук бурлящей слюны, но не в этом суть. После этого постарайся совсем отключить слюну и выдавать звук, похожий на хрюканье. Чтобы проверить правильность хрюканья, сделай губы трубочкой, и должно звучать что-то отдаленно похожее на свиной хрюк с легким свистом воздуха. Это одно из самых важных упражнений, так как оно учит язык нужному методу расщепления звука. Важно не издавать никаких звуков горлом, только языком по небу. Четвертое. Лошадиная трещотка. Начни делать губами вот так. Настрой их так, чтобы они шлепали не сильно быстро и не сильно медленно. Изначально язык должен быть полностью расслаблен, и начинай медленно подносить его кончик к верхним зубам. Фишка в том, что с прижатым к верхнему небу языком у тебя не получится продолжить шлепать губами. И вот как раз между прижатым и расслабленным состоянием находится та самая заветная трещотка. Язык должен сам застучать по верхнему небу, хотя первое время ты будешь звучать как сломанный стартер запорожца твоего прадеда.
Когда язык наконец-то затрещит более-менее стабильно, попробуй плавно расслаблять губы, чтобы трещать оставался только язык. Если система дает сбой, начинай заводить Запорожец заново. Теперь мы вплотную подобрались к самому важному, к пониманию того, как вообще образуется заветный звук «р». Если выражаться простыми словами, то это комбинация свино-слюно-впрыска, лошадиной трещотки с мычанием. Когда трещотка будет уже, как говорится, отскакивать от зубов, подключи к ней обычное мычание. И, о чудо, у тебя получается говорить звук «р». Но не спеши радоваться, сначала будет получаться несколько коряво и кособоко, и вряд ли сразу его получится легко использовать в речи. Нужно будет научиться подключать резкость, которую мы тренировали свино-слюно-впрыском, то есть произносить не долгий протяжный звук «р», а короткий, резкий, за время которого язык успевает удариться об небо всего 1-2 раза. Отдельное упражнение для этого я не дам, просто после протяжного рычания попробуй делать его коротким и прерывистым. А самая важная мысль вот в чем. Когда я начал ходить на занятия, все упражнения моя наставница показала мне буквально за пару дней. А дальше я просто приходил и повторял то же самое. Через 2-3 дня после начала у меня уже получалось более-менее как-то стабильно рычать, после небольшого прогрева, но говорить по-французски я все равно продолжал. Все дело в том, что мозгу и телу нужно время и регулярные повторения, чтобы привыкнуть к новому образованию звука, который долгое время произносился неправильно, либо же не произносился вообще. Я перестал ходить на занятия где-то через неделю, так как не видел в этом большого смысла, но продолжил заниматься дома самостоятельно каждый день. Очень важно вводить этот новый звук в свою повседневную речь вместо привычного шипения горлом. Но лично для меня, по первости, это было немного дискомфортно, потому что не хотелось выглядеть как тормознутый дебил каждый раз, когда выговариваю слово с буквой «Р». Поэтому во время обучения я старался меньше разговаривать с другими людьми и больше сам с собой в закрытой комнате. Всего через 2-3 недели после начала занятий я уже практически вообще не картавил. Я сам не заметил, когда произошел переломный момент, но примерно условно это 21 день. Кстати, завершающее упражнение на каждый день – по сосушке. Его суть заключается в том, что нужно положить самый обычный леденец на кончик языка и стереть его полностью в верхнее небо с закрытым ртом без остановок. При этом очень важно не халтурить, не разгрызать леденец, а когда он сваливается, закидывать обратно на язык сразу же. Можно взять, например, стрепсил, заодно будет полезный для горла. Один сеанс упражнений стоит делать не дольше 10-15 минут, а в конце обязательно по сосушке, чтобы как следует расслабить мышцы языка. После моей чудесной волшебной модернизации я подарил своей наставнице коробку конфет и вроде бы что-то алкогольное. А ты можешь подарить мне лайк и подписку, этого будет вполне достаточно. Повторяй этот простой цикл, придерживайся рекомендаций, и я уверен, что у тебя все получится. Отпишись в комментарии о своих успехах, мне очень интересно, скольким людям я смог помочь, и задавай вопросы, если они у тебя возникнут. Постараюсь максимально оперативно ответить. Арривидерчи! Сквозь зубы, граммирует сексуальностью, будто Биллмастер, ты в абсолютной безопасности, но это блокбастер. Ты будто в сердце, крашеные на шее.